Здравствуйте, друзья! Я Валерий Табаков, юрист, этнический болгарин, свободный человек, который не признает власти ни древних оккупантов, вроде Олега Вещева, ни современных манипуляторов, вроде Владимира Зеленского. Сегодня я жестко покритикую указ Зеленского номер 423 от 24 августа 2021 года, который привязывает День украинской государственности к крещению Киевской Руси. И что еще хуже, к самой Киевской Руси. Это не просто антиконституционная чушь, это фальсификация нашей украинской истории. Это попытка украсть у Украины ее настоящие корни, болгарские, христианские, степные, многоэтничные. Что примечательно, через полгода после вынесения этого указа началось полномасштабное вторжение России в Украину. Здесь и сейчас я как юрист докажу, что этот указ – это преступление против правды, закона и народа Украины. Если вы за свободную Украину, а не за мифы Зеленского, смотрите до конца, ставьте лайки, подписывайтесь. Поехали. Начнем с юридической стороны. Как юрист я заявляю, указ Зеленского о Дне украинской государственности – это антиконституционный произвол. Статья 1 Конституции Украины говорит, что мы правовое, демократическое государство. Статья 5 говорит о том, что носитель суверенитета – народ, а не президент. Но Зеленский своим указом номер 423 от 2021 года, а затем Верховная Рада законом номер 5864 от 2022 года навязывают нам государственность с 988 года, привязывая ее к крещению Руси и к самой Руси. Это нарушение. Во-первых, статья 35 Конституции четко разделяет церковь и государство. Привязка государственного праздника к религиозному событию, крещению 988 года – это плевок на секуляризм. Украина не теократия, а Зеленский смешивает веру с политикой, чтобы угодить ПЦУ и поднять свой рейтинг. Это разжигает конфликт между ПЦУ и другими конфессиями, нарушая статью 11 о равноправии граждан. В 2023 году он вообще перенес праздник на 15 июля из-за церковного календаря. Это что, теперь церковь диктует государственные даты? Это абсурд. Во-вторых, статья 92 Конституции говорит, что праздники устанавливаются только законами, а не указами. Указ Зеленского – это превышение полномочий. Даже принятие закона в 2022 году под военным положением – это фарс, потому что Рада под давлением власти просто штампует решение. Статья 83 запрещает такие манипуляции без свободного обсуждения. Я, Валерий Табаков, требую. Этот указ нужно оспаривать в Конституционном суде за нарушение основ правового государства.
Зеленский действует как узурпатор. Выборов не было с 2024 года. Это похоже на диктатуру, а не на демократическую государственность. И самое вопиющее. Бюджетные миллионы тратятся на визуальную символику этого праздника, как заявила Минкультуры в 2022 году. Пока армия недофинансирована, экономика в кризисе, Зеленский расходует деньги на пропаганду. Это коррупция, подпадающая под статью 364 Уголовного кодекса «Злоупотребление властью». Теперь к истории. И тут Зеленский нагло лжет. Он утверждает, что зарождение украинской государственности – это крещение Киевской Руси в 988 году и сама Русь. Это фальшивка. Украина – это не Русь. И связывать нашу украинскую государственность с Русью или с ее крещением – это преступление против нашей украинской истории. Первое. Украина не Русь. Киевская Русь – это многоэтничное государство IX-XIII веков, объединявшее славян, варягов, финнов и тюрков. Называть ее украинской – анахронизм. Термин «Украина» появился в XVI веке, а современная украинская государственность с 1991 года. Историк Петр Толочко назвал указ Зеленского вбросом национальной номенклатуры в прошлое. Русь включала Новгород, Полоцк, Чернигов. Новгород и Полоцк – это не Украина. И, во всяком случае, исходя из этого, Русь – это федерация земель. Зеленский присваивает общее наследие, чтобы ткнуть соседей, в частности Россию, но он использует ложь, которая искажает нашу украинскую идентичность. Российский МИД в лице Лаврова назвал это курьезом. И, друзья, как не противно, но тут он прав. Второе. Крещение – это не государственность. Крещение 988 года – это религиозный выбор князя Владимира, чтобы сблизиться с Византией. Оно укрепило международный статус, но не создало государство. Государственность Руси началась раньше, с объединения Новгорода и Киева Олегом в 882 году или с призвания Рюрика новгородцами в 862 по повести временных лет. Зеленский выбрал 988 год не за историю, а за символизм, чтобы подыграть ПЦУ и отобрать Русь у Москвы. Но это не наука, это неправда, неправо, это пропаганда. Крещение – это византийский импорт, который отрезал нас, украинцев, от наших степных корней. Я, как болгарин, знаю, настоящая история
Киева и украинской государственности. Это VII век. Хан Самбат, брат хана Кубрата, основал город Башту на Днепре. Этот город был назван Самбатос и переименован в Киев. Великая Болгария, государство, управляемое Кубратом, простиралось до Приднепровья, в Приазовье, в Причерноморье, потому что Великая Болгария с VII века управлялась христианином. И таким образом Зеленский пытается навязать украинцам славяно-христианский миф. Третье. Это игнор степных корней. Киев не только славянский город. Византийские хроники называют Самбатос хазарской крепостью, а болгарские легенды детищем Шамбата, брата Кубрата. Археология подтверждает: Причерноморье, Поднепровье, Подонье в VII веке было под булгарами. Зеленский, привязывая государственность Украины к Руси и к ее крещению, причем насильственному крещению, антиканоничному, вычеркивает мою болгарскую идентичность и многоэтничную историю Украины. Это оскорбление для меня лично и для миллионов украинцев, чьи корни не только в христианстве, но в степи, в Великой Болгарии, в свободе. Киев был центром задолго до Олега, которого я лично не признаю, и до Владимира, которого Зеленский почему-то сделал героем Украины, отцом украинской государственности. Это фальсификация. Теперь идеология. Указ Зеленского – это циничный пиар и предательство народа. Он подписал его в 2021 году, когда его рейтинг падал, а война с Россией обострялась. Зачем? Чтобы украсть Киевскую Русь у Путина, который тоже считает ее русской. Это не патриотизм, это игра на публику. В соцсетях в 2022-2023 годах писали: Зеленский лепит миф, чтобы прикрыть провалы на фронте. Пользователи также пишут: Русь не Украина, это Византия, и это не украинская государственность. Даже российские пропагандисты, такие как алкаш Медведев, называют это попыткой поднять дух за счет лжи. Указ Зеленского раскалывает общество. Привязка к крещению – это попытка усилить ПЦУ. Но эта привязка отталкивает христиан других конфессий. Католиков, греко-католиков, внеконфессионных. В 2023 году, после переноса праздника на 15 июля, верующие протестовали. Зеленский пытается подчинить государство церкви. Это нарушение статьи 11 Конституции о равенстве. В военное время, когда нужно единство, Зеленский своим указом сеет раздор. И самое подлое, он тратит миллионы на парады и символику, пока люди голодают, а солдаты без оружия. Это коррупция
прикрытая празднованием государственности. Как болгарин я вижу, Зеленский пытается присвоить Киев Руси, стирая болгарские корни, для того, чтобы угодить украинским националистам. Зеленский не лидер. Он как комик играет на чувствах. Его указ – часть системы. Слив СМИ в 2022, давление на суды, отмена выборов в 2025 – это фактически диктатура, замаскированная под патриотизм. Итог. Указ Зеленского о Дне государственности Украины – это антиконституционная ложь, которая крадет нашу украинскую современную историю. Украина не Русь. Крещение 988 года не государственность, а византийский заказ. Шоу, антиканоничность, поскольку было насильственным. Зеленский игнорирует болгарские корни Киева, хана Самбата, 7 век, чтобы навязать славяно-христианский миф украинцам. Это предательство многоэтничной Украины, раскол общества и коррупция. Я, Валерий Табаков, юрист и свободный человек, призываю: отмените этот указ через суд. Пишите петиции, выходите на протесты, требуйте правды. Украина – это степь, болгары, свобода, а не мифы Зеленского. Подписывайтесь, делитесь, комментируйте. Вместе мы вернем настоящую украинскую историю. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!